Доброе утро еще раз. Такая сложная техника, надеюсь, она будет работать. Кто примерно представляет, о чем здесь будет идти речь? Или скажем так, кто знает, о чем я вообще обычно веду речь? Так, кто меня читал, кто слышал, кто знает, кто я такой? Отлично, кое-кто знает, это хорошо. Мне будет более комфортно. Речь будет идти об объектно-ориентированном программировании. И в частности об одном его важном аспекте, который называется immutability. Я думаю, что большинство из вас в курсе, что такое immutability, но речь пойдет в основном не о технической immutability, не о технических достоинствах immutability, а о концептуальных преимуществах использования immutable объектов в объектно-ориентированном программировании. Чем они лучше, почему стоит с ними работать, и вообще почему стоит быть immutable в объектно-ориентированном программировании, вообще что такое объектно-ориентированное программирование. Начнем немножко так с глубины и посмотрим, куда мы зайдем. Главный вопрос, с чего хотелось бы начать, у меня немножко слайдов, немножко будет Java кода и немного будет теории. Главный вопрос, что такое объект? Кто-нибудь может дать короткое определение объекта, как мы его понимаем в Java или вообще в OOP? В двух словах. Что это такое в нашем понимании? Я не очень слышу, но я примерно представляю, о чем вы говорите. Я подготовил 3-4 определения, которых я нашел из литературы и из Википедии. Мы посмотрим, что они говорят, о чем нам пишут люди. Ну вот такое определение я нашел в этой достаточно известной книжке. Здесь сказано, что каждый объект — это маленький компьютер, у которого есть state, то есть состояние, и есть операции, которые мы можем попросить этот компьютер для нас выполнить. Это одно из определений, которое я нашел в литературе. И оно совершенно неверно. Я к чему буду вести? К тому, что традиционное понимание ООП, традиционное понимание объекта, оно сильно неверно и очень сильно отличается от того, каким должно быть наше понимание ООП. Это первое определение, которое я нашел в этой довольно популярной книге. Второе я нашел у Страус-Трукман, тоже, я думаю, эту книжку многие читали, те, кто ООП интересуется. Здесь сказано, что объект — это некая память, которая хранит значение некого типа. То есть такой менее операционный взгляд на объекты, более такой хранилищный, что ли, взгляд. Еще больше отделяющий данные от функционала. То есть раз у нас объект — это нечто такое, что лежит в памяти, какой-то блок в памяти, который мы называем каким-то типом, значит, наверное, к нему еще будут прикреплены какие-то функции, процедуры, которые будут с этими данными работать. Вот такое еще определение, которое тоже мне категорически не нравится, но я его нашел для того, чтобы вам показать. Еще одно, третье, которое я нашел в книжке такая достаточно практическая книга по Java, тоже достаточно неплохая. Ну вот так там здесь написано, что класс — это коллекция класс объект свою роль не играет особой. Класс — это коллекция каких-то данных, которые содержат какие-то значения, и к ним прикреплены какие-то методы, которые оперируют на этих значениях. Это вот такое довольно классическое и совершенно неправильное определение объекта, как я его понимаю. И, в общем-то, определение четвертое, которое я нашел в Википедии. Здесь сказано еще более жестко. Здесь сказано, что объект содержит данные в форме филдов, которые известны как атрибуты, а также у него есть код в форме процедур, часто известных как методы. То есть совершенно такое процедурное определение. Я буду вам сегодня за следующие 20 минут сравню процедурное программирование и объектно-ориентированное программирование. И immutability будет один из важных индикаторов того, что мы мыслим либо процедурно, либо объектно-ориентированно. И большая разница между этими двумя подходами существует. Вот этот подход чисто процедурный. То есть у нас есть какая-то процедура, тут даже слово процедура используется. У нас есть какая-то процедура, это набор кода, который мы вызываем. И этот код, оперируя с какими-то данными, которые мы ему дали, выполняет для нас определенные действия. Мы вызвали, они сделали, вернули нам результат, это в чистом виде процедурное программирование. Возникает вопрос, что такое объектно-ориентированное программирование. У меня четкого ответа нет. Я не могу сказать в одной фразе, как здесь сказано, что объект это. Я книжку написал недавно, в которой я это определение даю, но оно достаточно такое абстрактное, которое я скажу в конце презентации, мы на это определение уткнемся. Но пока хочу сказать, что есть одна книга, в которой я для себя нашел правильное, на мой взгляд, определение объекта. Книжка называется Object Thinking. На мой взгляд, отличная, прекрасная книга по ООП, в которой нет на самом деле ни одного куска кода ни на Java, ни на Ruby, ни на каком другом, ни на C#, ни на каком другом объектном языке. Это книга, которая достаточно философски и абстрактно описывает саму идею объектно-ориентированного программирования. И пытается дать ответ на вопрос, что же такое объект.
пытается оттащить нас от понимания объекта как процедур, прикрепленных к данным, и привести нас к пониманию объекта как нечто другому, как нечто более целостному и более концептуально правильному. Что это такое, сейчас попытаемся разобраться. Но попытаемся это сделать через immutability или immutability. Я вам дам несколько примеров, думаю, что получится вас убедить. Итак, начнем с примера. Вот это Java код, который классический пример процедурного программирования на языке Java, классический пример mutable класса. То есть это mutable объект. У нас есть объект калькулятор, который для нас должен посчитать, не знаю, понятен код или нет, я пытался его сделать максимально простым. Мы даем ему некий интервал от одного числа интеджера до другого интеджера, и он этот интервал заполняет цифрами допустим, от 5 до 10, и возвращает нам, сначала мы вызываем метод calculate, задавая ему этот интервал, он просчитывает, он проходит по этому интервалу и сохраняет все эти цифры в инкапсулированный массив, и затем функцией numbers мы можем массив забрать. Для того, чтобы работать с этим классом, мы должны сделать примерно следующее. Вот у нас есть некий калькулятор, мы его инстанцируем, создаем объект класса калькулятор, потом мы называем функцию calculate, давая ему интервал от 5 до 15, он для нас что-то делает, внутри себя сохраняет результат, и мы вызываем функцию numbers, которая нам этот результат возвращает. Это классический mutable объект. Mutable почему? Потому что он по вызову, по обращению к нему, он меняет внутри себя состояние, меняет внутри себя данные. Он делает именно то, что сказала нам Википедия. Как нам Википедия обещала? Объект, он содержит contain data, он contains data в форме fields, также известный как атрибуты, прекрасно. И код в форме процедуры, также известный как метод. Вот, собственно, та самая процедура, которую нам обещала Википедия, вот она, процедура calculate, вот этот самый инкапсулированный array, вот тот самый объект, который нам, в общем-то, эти книжки обещают. Это mutable объект. Какие с ним проблемы? Что здесь плохо? Здесь есть ряд технических проблем, чисто технических, чисто практических, которые я назову, но они на самом деле не суть моего доклада. Первая проблема — это не thread safe объект по определению. То есть понятно, что если у нас будет два одновременных потока, которые будут вызывать функцию calculate из двух разных потоков, у нас произойдет какая-то каша внутри этого объекта, скорее всего. Потому что в одном случае мы вызовем calculate с таким интервалом, в другого потока мы вызовем calculate с другим интервалом, они, безусловно, друг с другом проконфликтуют, и мы получим какой-то непредсказуемый результат внутри. То есть этот объект по определению не thread safe. Его можно сделать thread safe, его можно сделать внутри него, можно сделать синхронизацию. Вот здесь сделать так, чтобы эти все вызовы синхронизировались и как-то между собой диспетчились, то есть не было коллизий. Но поскольку он mutable, то он по определению, все они по определению изначально не thread safe, что является технической проблемой mutability. Вторая техническая проблема mutability в том, что mutable объекты, они side effect не free. То есть у них есть side effect, так называемые, сторонние эффекты, побочные эффекты. Побочным эффектом является то, что мы этот объект C не можем передать куда-то, будучи абсолютно уверены в том, что когда он к нам вернется, он будет в том же состоянии, в котором мы ему передали. То есть мы можем его кому-то отдать, и там случайно, по ошибке или не по ошибке, или специально будет вызван метод calculate, и состояние этого объекта будет изменено. В неожиданной для нас ситуации. То есть мы, допустим, сначала вызвали calculate, посчитали себе этот интервал, посчитали эти цифры, набрали их там внутри этого массива, они там созданы, и мы ожидаем, что следующий вызов numbers вернет нам этот array, который мы посчитали. Но кто-то другой где-то в стороне, когда мы передали этот объект кому-то там функцию для чего-то, например, передали и сказали, возьми оттуда эти numbers. Он эти numbers берет оттуда, но помимо того, что берет, еще раз вызывает calculate. И, соответственно, ломает то, что у нас было, и возвращает нам объект, который находится в непредсказуемом для нас состоянии. Это называется побочный эффект. Передавая наш mutable объект в какую-то функцию, какой-то метод, мы не знаем точно, какой у нас будет результат по возврату, по выходу из метода. Что с ним случится? Это вторая техническая проблема mutable объектов. Опять же, не хочу на них фокусироваться, просто их перечисляю, потому что не в них на самом деле проблема. И, наверное, проблема номер 3 это заключается в том, что есть такое понятие, как, может быть, кто-то слышал, failure atomicity. То есть это, кто слышал об этом? Отлично, да, расскажу. Идея в том, что при обращении к объекту мы предполагаем, что он либо выполнит для нас какую-то задачу, либо произойдет крэш, произойдет exception, и он не выполнит эту задачу. Но по окончанию этого действия объект останется в целостном состоянии. Он не будет в каком-то половинчатом состоянии, он не будет наполовину сделан, наполовину не сделан. В данном случае
если мы вызовем эту функцию calculate, и где-то в процессе выполнения этого цикла, например, я фантазирую, произойдет, например, memory overflow, ну, например, какой-то exception такой, непредсказуемый, мы из этой функции вывалимся из calculate. Но внутри объекта останется какой-то array, созданный нами, и в нем будет заполнена какая-то часть цифр. Правильно? То есть мы попадем в какое-то состояние половинчатое, в котором объект и вроде бы половину жив, наполовину мертв. Вот это называется нарушение так называемой failure atomicity. Как в транзакциях, допустим, в базах данных. У них есть такое понятие, что каждая транзакция должна быть атомарна. То есть при вызове этой транзакции мы при выходе из базы данных мы имеем состояние, либо мы упали, либо мы свалились, либо база данных осталась, то есть не выполнилась эта транзакция, либо она выполнилась, но не будет состояния половинчатости. Мы не изменим половину данных, мы либо изменим все, либо не изменим ничего. То же самое, по идее, должно быть в программировании. Объект не должен остаться в состоянии, в котором он наполовину жив, наполовину мертв. В случае мутирующих объектов, мутируемых, не знаю, по-русски mutable, то есть в случае mutable объектов, этот метод calculate может оставить нам этот калькулятор в состоянии наполовину жив, наполовину мертв. Это вот, наверное, третья проблема, из там их много этих проблем, но я 3 перечислил проблем mutable объектов. В случае с объектом immutable эти проблемы исчезают технически, потому что immutable, я сейчас покажу, что такое immutable объект. В этом случае эти все проблемы исчезают, и появляется еще огромный бенефит чисто концептуальный, на котором, собственно, я хочу сакцентировать свое внимание. Эти 3 вещи понятны, которые я рассказал? Технически, да? Так, 30% кивает. Или надо еще раз по ним пройтись? Я думаю, достаточно. Вы можете про них почитать, масса статей про этих immutability и не-immutability. Нет смысла повторяться, я ничего нового здесь не скажу. Это описано десятки уже лет, это все обсуждено. Есть масса языков, которые используют только immutable объекты. Технические бенефиты понятны и очевидны. Но речь не о них. Давайте посмотрим на главную проблему, которую я хочу сакцентировать внимание. Проблема в этом калькуляторе, который мы только что рассмотрели, в том, что в правильном ООП, насколько я его понимаю, насколько, мне кажется, мы должны его все понимать, объект должен собой отвечать на вопрос не что я делаю для вас, а кто я есть для вас. И в этом серьезное различие между immutable объектами и mutable. И вообще объектами и не объектами. Потому что тот калькулятор, который я привел в пример, это на самом деле не объект. Это чистый пример процедурного программирования, это набор процедур с прикрепленными к ним данными. Но это не объект, потому что он отвечает на вопрос, что я для вас делаю. Я просто кусок кода, который для вас может поработать. Объект же должен отвечать на вопрос, кто я для вас. И в этом самая главная разница. Отвечаю на вопрос, кто я, или отвечаю на вопрос, что я для вас делаю. Давайте посмотрим на примере. Вот тот объект, который отвечает на вопрос, кто я. Это тот же самый функционал, он делает то же самое. Называется он иначе, он больше не калькулятор, он ничего не калькулирует. Он является рейнджем. То есть он range от цифры до цифры. И при обращении к функции numbers он может нам сказать, какие numbers в этом рейнже находятся. То есть он для нас является рейнджем, он больше не калькулятор, он больше не процедура, которая для нас поработает и вернет нам цифры, или несколько процедур. А он и есть эти цифры. Отвечает на вопрос, кто я, вместо вопроса, что я делаю. И в этом разница между ООП и не ООП. Вот это ООП. Смотрим, как он работает. У него есть конструктор, в который мы передаем старт и финиш, то есть передаем эти две цифры. Он их инкапсулирует, это становится его стейтом. Они оба файлы, как вы видите, то есть они никогда больше не поменяются. То есть этот range фиксирован, он от цифры до цифры. И дальше при обращении к методу numbers он заполняет этот array, строит этот array внутри и, в общем-то, этот array возвращает. Понятно, что здесь все те 3 проблемы, которые я перечислил, они исчезают. Он thread safe всегда, потому что любое обращение к numbers не меняет никакого состояния, он только каждый раз под нас вычисляет эти цифры, он сразу их возвращает. То есть никакого, это абсолютно thread safe объект, его можно из множества потоков вызывать этот numbers много раз, он всегда будет возвращать в разные потоки, разные массивы. Все совершенно надежно. Если он скрэшится где-то здесь, то никакой проблемы не будет, потому что инкапсулированы всегда 2 цифры. Объект всегда останется в том состоянии, в котором он был. Даже если здесь где-то будет memory overflow, у нас все равно объект останется в том состоянии, в котором он был создан. И проблема третья, которую я упомянул, это у него нет никаких побочных эффектов. Если я создам этот объект range, я сделаю это вот так. Если я создам объект range, я передам ему в конструктор эти 2 цифры, и дальше этот объект r могу передавать куда угодно, будучи абсолютно уверенным в том, что никто им с ним ничего не сделает. Сколько бы они раз там внутри не вызывали метод numbers, ничего не произойдет. Я верну себе обратно тот же самый объект r, в котором все точно так же, как мы начинали, все в том же состоянии. Но ключевой бенефит состоит именно в том, что этот объект отвечает на вопрос, этот range отвечает на вопрос, кто я.
Он больше не калькулятор, а он является тем самым рейнджем, который может эти numbers отдавать. И в этом главный бенефит. И сейчас я вам покажу, как мы можем, используя это, может быть, я как бы философскую идею не до конца передал, но сейчас на примере попробуем по ней пройти и посмотреть, получится ли. До текущего момента понятно? Разница между двумя объектами, между этими двумя кусками кода. В первом куске кода мы имеем калькулятор, который выполняет для нас определенный функционал, определенную работу, и мы его называем поэтому калькулятор. Кто вообще слышал о такой идее, что объекты, которые называются в конце, имя которых оканчивается на ER в конце, это объекты неправильно созданные, неправильно продизайнены, неправильно написаны. Раз, два, три, 10% слышали об этом. Есть такая мысль, есть такая теория, есть такая идея, которую я полностью поддерживаю. Если объект в конце своего имени имеет вот эти самые две буквы ER или OR, ER или OR на английском языке, то значит это на самом деле не объект, а набор процедур. На самом деле это кто-то, кто делает для нас какую-то работу, вместо того, чтобы являться для нас чем-то. Калькулятор для нас выполняет работу, которую мы имели до этого. Калькулятор для нас выполняет работу. Вот так он ее делает. Мы создали этот калькулятор, мы сказали, посчитай, и потом он вернул нам эти цифры. Но он не является этими цифрами. Он не есть рейндж. Он есть всего лишь калькулятор, который для нас калькулирует. И точно так же можно обвинить большое количество объектов, которые вы знаете в своей практике, в том, что они делают примерно то же самое. Инкодеры, декодеры, контроллеры, менеджеры, ридеры, райтеры. Все эти названия говорят о том, что эти объекты имеют неправильный дизайн. Все эти названия говорят о том, что они организованы как процедуры, которые пришли к нам из C, из Cabol, из ассемблера. Это куски кода, которые для нас выполняют работу, отдают нам обратно данные, и мы должны дальше с этими данными что-то делать. То есть это не объекты, которые целиком берут на себя ответственность за представление интересов этого рейнджа для нас. А это объекты, которые достаточно глупые, достаточно безответственные, которые все, что могут сделать, это просто выполнить для нас какую-то работу, вернуть результаты, больше никем не являться при этом как бы самостоятельным объектом. Я думаю, что должно быть понятно. Давайте посмотрим на... У меня всего 3 примера, и мы будем близки к концу. Давайте начнем сначала. Значит, так вот выглядит код слева, который называется как будто бы объекты, как я рассказал, код справа как бы процедуры. Мы делаем одно и то же. Мы считаем, мы хотим получить в конце концов массив, в котором есть цифры от 5 до 15. Вот там было 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее, в этом массиве. Слева мы создаем этот range, в котором передаем этот интервал, и дальше вызываем, говорим, дай нам эти numbers. Справа мы создаем калькулятор, говорим калькулятору, посчитай нам, заполни себя этими цифрами, и говорим, верни нам эти цифры. В общем-то, то, что мы сейчас обсудили. А давайте мы посмотрим, что будет, если мы, например, хотим, чтобы в этом интервале были только нечетные цифры. 5, 7, 9. То есть четные, чтобы были убраны. Как мы это сделаем? В левом случае или в правом случае? Вот так. В правом примере мы возьмем этот калькулятор, вставим в него внутрь новый функционал, который будет, наверное, при прохождении этого цикла убирать, оставлять только нечетные, только от эти цифры. Поставим какой-то флаг внутрь, как это делается в большинстве, я думаю, проектов, с которыми вы работали. Мы вставляем этот флаг, мы делаем объект конфигурируемым, мы делаем какой-то set odd only, то есть верни нам только нечетный. Понятно, что этот цикл несколько удлинится, он будет дальше иметь какую-то проверку, тот же самый for, который у нас есть, он будет идти по циклу, но проверять и не выбрасывать четные цифры. И тот же самый calculate, тот же самый возврат этих цифр. В этом случае мы сделаем новый объект. Мы сделаем новый объект, который будет декоратором нашего оригинального рейнджа. То есть этот рейндж остается рейнджем, и odds only, это тоже рейндж. Он тоже, если бы был у нас интерфейс, а мы должны были писать интерфейс, то он тоже имплементирует интерфейс, назовем его там какой-то интервал. И это у нас интервал, и это у нас интервал. Внутри этого odds only мы инкапсулируем другой рейндж. И при вызове этой функции numbers, что сделает этот декоратор odds only? Он вызовет на вложенном объекте, на инкапсулированном объекте, он вызовет тоже функцию numbers, получит оттуда эти цифры, потом профильтрует их, уберет четные и вернет нам результат в виде цифр. То есть мы, опять же, для нас этот R, этот range точнее, является для нас рейнджем. У нас нет никакого калькулятора, у нас нет процедуры, которая для нас работает. У нас есть интервал,
который для нас в первом случае сначала являлся интервалом, включающим все цифры. Дальше мы его задекорировали, и теперь он для нас интервал, который включает только нечетные цифры. Мы обернули один объект в другой. Мы продолжаем понимать этот range так же, как мы понимали его до этого. У нас получилось два объекта, каждый из которых маленький сам по себе. То есть вы понимаете, что количество кодов в калькуляторе увеличилось, калькулятор стал сложнее. Сам функционал функции calculate в калькуляторе, он стал длиннее, то есть его стало сложнее поддерживать, он стал сложнее быть тестируемым, сложность его увеличилась. Размер его увеличился, сложность его увеличилась. В этом случае мы ввели дополнительный новый объект, который новый декоратор, который сам по себе имеет какой-то небольшой кусок кода, который такой же маленький, как кусок кода был в range. Технически понятно, как это работает? Техника, я думаю, понятна, да? Здесь ничего сложного нет. Мы вызываем, возвращаем, фильтруем этот массив, возвращаем его отфильтрованным, возвращаем его без тех элементов, которые нам там не подходят. Давайте подумаем, что произойдет, если мы хотим пойти дальше. Мы хотим, например, сделать так, чтобы каждое число в этом массиве, этот пример достаточно условный, безусловно, я не показываю какие-то реальные примеры из жизни, это было слишком долго и слишком сложно, поэтому я выбрал эти цифры, работу с этими цифрами. Давайте представим, я хочу вернуть нам массив, в котором будет каждая цифра в квадрате. То есть те же самые цифры. Сначала я хочу убрать оттуда все четные, оставить только 5, 7, 9 и так далее. И дальше я хочу, чтобы мне вернулось 25, 60, 49. То есть каждую цифру возвели в квадрат. Как я это сделаю в случае процедурного программирования? Я добавлю еще один модификатор, еще один конфигуратор. Set square all. То есть я еще усложню этот калькулятор, еще сделаю его более умным, более навернутым. Его функция еще увеличится, та самая calculate. Она будет спрашивать, если этот флаг установлен, то будем возводить в квадрат. Если этот флаг не установлен, в квадрат возводить не будем. Код увеличится, длина кода увеличится. Таким образом мы строим God Object, мы строим большой объект. Mutable Object ведет нас, mutability, который мы имеем справа, ведет нас к увеличению размера кода в объекте. Объекты растут, они становятся большими, они становятся громоздкими. И это первый индикатор того, что мы мыслим процедурно. В этом случае мы делаем еще один декоратор. Мы заворачиваем наш декоратор, наш range в еще один range. Для нас это по-прежнему range, по-прежнему тот же вызов функции numbers. Но теперь он завернут 3 раза. Первый раз внутри мы имеем тот самый range оригинальный. Дальше мы его заворачиваем, он делает нам odds only. И дальше мы заворачиваем, он делает нам, возводит их в квадрат, каждую цифру. А давайте подумаем, что будет, если мы захотим сначала, например, возводить в квадрат, а потом убирать нечетные цифры. То есть у нас было сначала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, чтобы они были сначала в квадрате, а потом из них убрать нечетные. Ну, к примеру. Мы просто меняем порядок декорирования. Мы сначала делаем new square all, а потом это заворачиваем в odds only. Что мы делаем в правом случае? Я не знаю. В правом случае у нас будут большие проблемы, да? Мы должны какую-то дополнительную логику, еще один какой-то boolean флаг ставить, да, который будет нам говорить, вот сначала заверни, потом это. То есть у нас тут будут серьезные проблемы с правом. Ну, допустим, забудем про это, пускай. Допустим, мы хотим только так и только так. Но вы видите, что происходит справа. Код у нас становится, мы последовательно, мы конфигурируем объект. В этом проблема. Здесь мы просто меняем его свойства. Мы здесь мыслим, как я сказал, мы мыслим, кто ты, а не что ты делаешь для нас. То есть здесь я меняю сущность, меняю сам объект. Я делаю, он у меня такой, дальше я его заворачиваю в что-то другое, он становится чем-то другим для меня. Я не функционал ему говорю поменять, а я меняю понимание, кто он для меня. Вот это большая разница. Что ты для меня делаешь и кто ты для меня есть. Давайте пойдем немножко дальше. Допустим, я хочу дальше каждой цифры прибавить 100 после этих манипуляций. То есть они возвелись в квадрат и хотели, хочу прибавить цифру 100. Что мы делаем в процедурном подходе, в mutable классе? Ну, мы, наверное, дадим функцию, добавим set incremented и поставим туда цифру 100. Представляете, какой уже величины наш цикл, наш этот calculate function, какой она длины? Она делает if, то есть там много ифов, у нее много что-то инкапсулировано. Объект достаточно большой, но реально становится крупный, он там уже несколько страниц кода. Уже его поддерживать труднее, тестировать труднее. В данном случае мы имеем 1, 2, 3, 4 класса, 4 объекта. У нас есть 4 разных объекта, каждый из которых вот такой величины. В каждом из которых буквально 3-4 строчки кода. И у нас полная flexibility менять их одно на другое. Мы заворачивать их можем так, можем заворачивать иначе, можем заворачивать их в любой последовательности. И все потому, что класс у нас immutable.
И все потому, что мы мыслим категориями, создали объект, и он есть для нас что-то, и никто его дальше не может поменять. Мы не можем ему говорить, сделай для нас что-то, посчитай там внутри какие-то данные, а потом их верни. Он всегда только возвращает данные, он всегда только считает для нас, он всегда только проявляет какие-то свойства, на которые мы полагаемся. Вот такое важное определение. Проявляет свойства, на которые мы можем положиться. Не выполняет задачи, не выполняет работу, а имеет определенные свойства. Такая вот теория плюс практика. То есть, с одной стороны говорю, что это теоретическое, которое может звучать очень расплывчато, а с другой стороны показываю практический пример. Попробуйте это соединить. Ну вот здесь мы сделали декоратор по имени incremented и поставили ему цифру 100. То есть вот этот декоратор incremented мы инкапсулируем объект square и цифру 100. Если в этих декораторах был инкапсулирован только один range, здесь мы один range, здесь один range, то здесь у него два свойства, два тех самых атрибута, которые мы инкапсулируем внутри. И, соответственно, он ведет себя точно так же. Он ведет себя как список numbers, но при вызове функции numbers мы пойдем глубже. То есть будет фактически 4 функции, 4 будет пройдено, 4 фичи будет реализовано. 4 функционала на 4 этапах. Ну и последний пример, наиболее, наверное, что-то я тут еще написал. Ну да. Допустим, мы хотим, чтобы при этом расчете, при возврате нам этих цифр, мы хотим, чтобы они вывелись там в консоль. Каждый раз, когда кто-нибудь будет вызывать функцию numbers, я хочу, чтобы они у меня в консоль выпадали, я видел, как их, кто их получил. Опять же, что я для этого делаю? Ну, я, наверное, конфигурирую этот объект и ставлю ему там set load. Делаю ему там, будь, пожалуйста, load. Или, допустим, добавляю аннотацию. Пожалуйста, мне каждый раз, когда тебя вызывают, напиши что-то в load. То есть я его дополнительно конфигурирую. Я делаю его умнее. Я все время делаю его умнее, этот объект. Потому что я иначе просто не могу. Потому что он так работает, он так продизайнен. Я не могу сделать что-то другое с ним. Потому что функционал в него, а как мы иначе можем поступить в правом случае? Здесь же мы делаем дополнительный декоратор load, который еще раз заворачивает этот объект, еще раз делает его сложнее, и каждый раз при вызове функции numbers он вызывает сначала то, что инкапсулировано, идет в инкапсулированный объект, достает оттуда эти цифры, получает этот массив и в консоли их выбрасывает. Мы не хотим лог, мы его убрали. Мы хотим лог, мы завернули его в этот декоратор. А если нам каждый этап нужно логировать? На каждом этапе. Тогда мы поставили new log, new incremented, new log, new square, new log, new... То есть мы сделаем тогда 8 декораторов. Мы будем их использовать, хороший вопрос, мы будем их использовать в разных комбинациях. Да, действительно. Если мы хотим сделать лог вот после этого функционала, а потом после этого, потом после этого, а потом только после этого, у нас будет этот декоратор log использоваться 4 раза. То есть у нас получится такая большая лесенка, где мы будем заворачивать. Ну и последний пример, который, наверное, по идее должен доказать правильность моих мыслей. А давайте, допустим, представим, что мы хотим теперь не из памяти это все дело брать, не калькулировать этот range от 5 до 15, а брать его из файла. Как мы это сделаем в правом случае? Set from file напишем. Но это же совсем ужасно. То есть наш объект просто превращается в какой-то монстр. Он может брать и из рейнджа, он может брать и в памяти посчитать, он может и массив построить, а может и из файла прочитать, а может еще и из стрима прочитать, наверное, завтра, а может еще потом я не знаю, из Фейсбука прочитать. Сколько мы еще функциональности можем к нему добавить? Какого еще размера он может стать? Он может стать огромным. Что я делаю в этом случае? Я просто меняю мой рейндж на вот это. Все остальное у меня остается так же. Я просто теперь у меня получается не рейндж, который брал от 5 до 15, а рейндж, который читаю из файла. И все. То есть я могу их комбинировать, эти объекты теперь, в любой последовательности, в любых вариантах. В правом случае мы превращаемся в то, что превращаются большинство open source библиотек, которые делают mutable файл. У меня был такой пример год назад. Есть такая библиотека из Apache Commons для отсылки имейлов. Commons email, которая, кто-то слышал, да, Java написанная, которую мы создаем там. Если нам нужно из Java послать куда-то email, то мы довольно удобная библиотека, как удобная и популярная, в которой мы должны создать один объект класса email. Мы пишем new email. Дальше порядка 50 сеттеров у него, может быть даже больше. И мы делаем set, то есть мы вызываем там 2 десятка из них мы вызываем. Устанавливаем, кому послать email, какой у нас будет title, subject email, какие будут флаги, какие у нас будет body. Вот такой текст. Вот такая вот конфигурация. Достаточно типичная такая. Сеттеры. И потом в конце мы говорим send. Если мы все как бы для юзера, это выглядит вроде бы как удобно. Если мы покажем это нам как пользователю, то вроде бы как это удобно. Но если вы откроете сам этот класс email,
В нем больше 2000 строк. То есть понять его, поддержать его, расширить его, добавить в него новый функционал, но эта задача просто неподъемная. Это может сделать только тот, кто его писал. Потому что он огромный, потому что он монстр-класс, он тот самый монстр-объект или там God-объект, you name it. Это яркий пример того, да, и почему я про него завел разговор. А мне нужно было отсылать имейлы. Мне нужно было отсылать имейлы, и я хотел это делать немножко лучше, я хотел немножко его подправить, этот класс, что-то такое добавить. И я решил этого не делать, я решил переписать это все вот в таком стиле. И переписал. И у меня получилось порядка 50 классов. Каждый из них занимает, строчек может 20, 30, не больше. Но у меня их 50 штук. И выглядит, естественно, мой вызов не вот так, а выглядит примерно вот так. То есть сначала мы конструируем этот email, а потом его отсылаем. Но конструируем его из объектов, которые каждый по себе является маленьким, immutable, и имеет свои какие-то свойства. И в конце концов мы получаем объект, который называется email, но он является не тем примитивным email, который в простейшем случае отошлет вам пустое письмо, без тайтла, без сабжекта, без флагов и никому. А мы потом заворачиваем, он в конце концов получается имейлом, который отошлет и кому-то, и с какими-то флагами, и с каким-то сабжектом, у него будет и боди, и все остальное. То есть мы от простого пойдем к сложному путем заворачивания этих простых элементов, этих простых объектов в более сложные объекты. Не превращая один маленький мутирующий объект, mutable объект, какой-то монстр-объект, который можно проконфигурировать любым доступным нам способом, а делать это именно вот так. Я даже не знаю, можете ли вы назвать какие-то фреймворки, которые работают вот по такому принципу. Я думаю, что большинство из фреймворков, с которыми вы сталкивались, и вообще большинство Java кода написано именно вот так. И это вот я пытаюсь показать, что это стоит изменить. Стоит изменить и исправить. Я заканчиваю. Последний мой слайд, предпоследний, называется так, все же, что такое объект. Как бы мы это определили? Мы начали с определения Википедии, с определения этих книжек, которые сказано, что это процедура с прикрепленным к нему данным. Я думаю, что, наверное, стало понятно сейчас, что это немножко не так, совсем не так. Немножко рекламы, да, нет у меня при себе там. Я написал вот такую книжку пару месяцев назад, в которой попытался просуммировать эти мысли и дать определение объекта в том числе. У меня там всего одно предложение, которое говорит следующее, что объект — это живой организм. Вот так я его определил. То есть объект — это некий живой организм, с которым мы работаем, на которого мы полагаемся, и свойства которого мы используем для построения более сложных живых организмов. Вот такое определение я дал. Я не уверен, что оно абсолютно правильное, оно понятное, я не уверен, что оно математически грамотно сформулировано, но однозначно те определения, которые мы видели до этого, они совершенно не годятся, потому что они нас толкают в сторону манипулирования данными и процедурами, что в итоге приводит нам к тому коду, который я показал. Должно быть иначе. Должны быть объекты маленькие, компактные, сами в себе, immutable обязательно, никогда ничего не меняющие в себе, созданные один раз и дающие возможность всем остальным строить из них более сложные объекты. Так мы построили вот здесь, так мы построили здесь. Мы построили из маленького простого объекта более сложный путем декорирования. Я закончил. Спасибо большое. Вопрос. Вот там. Вопрос абстрактный, но очень практичный. Доклада. Что бы вы порекомендовали молодым ребятам, я считаю, молодым, которые, возможно, сейчас в периоде становления, и они впитывают практику. Вот это. Да. Но open source, точнее, аутсорс, он платит. В Украине много проектов, которые просто скинули сюда с Европы, с Запада, чтобы их поддерживали. Но хотелось бы развиваться правильно и круто, и чтобы потом через лет 10 видя тебя, сказали, вау. Что бы вы посоветовали? Что делать? Вопрос хороший. Я думаю, что надо делать параллельно свои проекты. Надо делать свои open source решения. Вот как я пример принял с этим имейлом. Мне тоже заплатили для того, чтобы я мой софт какой-то, который мы писали, отсылал имейлы. У меня был вариант либо взять эту ужасную библиотеку из Apache, которой 10 лет, и которой все пользуются, и быть таким вот процедурным, либо написать свое. Но я потратил 2 дня и написал свое. Сейчас я ей пользуюсь, она open source, она открыта, мы ей пользуемся уже больше года. Но не только я. То есть я потратил свое время личное, я потратил свой какой-то овертайм на это и сделал этот код. Вот такой мой подход. Я немножко изменил индустрию. Она на GitHub, у меня там уже больше 30 этих старзов, то есть это значит, что люди ее пользуются. У нее там даунлоды, на Maven Central, библиотека, которая в ходу. И она не одна такая. Я создал, наверное, за последние 2 года штук 20 библиотек, которые open source, которые работают по такому принципу. В том числе у меня есть веб-фреймворк.
которая полностью веб-фреймворк, альтернатива там Spring или Play или Spark, которая делает вот полностью вот так организованно. То есть в ней веб-фреймворк takes.org, вы можете посмотреть, она называется takes.org. В ней больше 300 классов, 300 объектов, 300 классов и ни одного мьюта. Весь фреймворк, веб-фреймворк, включая там веб-сервер, включая HTTP, HTTPS, эти все протоколы, ну, то есть он полностью целостный полный фреймворк. Вы берете этот один jar и на нем строите ваш целиком веб-сервер, на котором на нем уже больше 200 лайков на GitHub, и у нас больше десятка проектов на нем работает. Он весь построен из immutable классов. Изменил ли я целиком индустрию? Наверное, нет, потому что это всего 200 лайков, смотрите, сколько у Spring лайков, там десятки тысяч. Изменил ли я какую-то небольшую территорию? Да, вокруг себя, да, мне стало работать удобно, мне стало приятнее. Так же точно с этой книжкой. То есть я пытаюсь донести какую-то мысль, наверное, мы сможем повернуться в эту сторону, я надеюсь. Потому что то, что мы имеем справа, это C. Это C-программисты, пришедшие в Java 20-15 лет назад. Они пришли туда, не понимая, что такое ОП, но хорошо понимая, как писать код для компьютера. И они стали его писать, и мы получили вот этот результат. Мы получили процедуры, которые действительно работают. Мы имеем огромное число проектов, которые функционируют. Я же не говорю, что это не работает. Оно работает. Код работает, имейл будет отсылаться. Будут здесь эти файлы работать? Будут. Но мы сможем ли это поддерживать? Понятно ли оно? Красиво ли оно? Нет. И мы являемся, большинство из нас, насколько я знаю, это мое тоже ощущение, когда работаешь каким-то вот таким кодом на Java, ну не хочешь с ним работать. Просто неприятно этим заниматься. Хочешь прекратить это все, значит заняться чем-то другим. То есть удовольствие это не приносит. Такой код мне приносит удовольствие. Маленький, каждый класс тестируемый, на каждый класс я пишу юнит-тест обязательно, каждый класс красивый, 15 строчек, можно сделать его идеально. И он никогда не станет не идеальным, потому что он immutable, его не превратят в этот монстр. Поэтому мое направление — делайте open source. Это то, что я могу посоветовать. Делайте open source, выкладывайте это, смотрите, что люди скажут. Да, еще. Егор, огромное спасибо за доклад. Вопрос в рамках данного примера. Так как у нас в каждом генераторе будет вызываться свой цикл, не скажется ли это пагубно на производительность? Скажется, безусловно скажется. Да, действительно хороший вопрос, действительно производительность в этом случае страдает, действительно так быстрее. Безусловно так быстрее, потому что мы имеем один большой цикл, в котором все проверки, все сложены в одну кучу, действительно это работает быстрее. Безусловно, такой подход медленнее, безусловно, он занимает, перформанс — это проблема. Общий ответ такой: я считаю, что перформанс — это менее важно, чем maintainability. То есть код, понятный код, легко читаемый, поддерживаемый, но медленный, это лучше, чем код быстрый и непонятный. Однозначно лучше. Потому что код, который понятен, и которым легко разобраться, и который мы можем модифицировать легко, рефакторить легко, и с ним работать, и пускай он медленный, это лучше, чем мы создали что-то, в котором никто ничего не понимает, но работает быстро. Вот моя такая стратегическая концепция моя такая. Как практически сделать это быстрее? Ну, можно это оптимизировать определенным образом. Можно какие-то добавить еще слои здесь, которые будут декорировать с целью кэширования. То есть, чтобы каждый раз, например, не читать из файла, например. Короче, здесь можно добавить какую-то оптимизацию. Но общий ответ такой: да, это медленнее. Вот так. К сожалению. Да. Егор, привет. Привет. Слушай, скажи, как ты относишься к аспектам? Кому? К аспектам. Аспекты. Понял вопрос. Кто знает, что такое аспекты? Отлично, да, я сразу отвечаю. Я думаю, что аспекты — это хорошая штука, но она ортогональна объектно-ориентированному программированию. То есть я сам большой их пользователь, у меня целая библиотека есть аспектов. У меня целая есть open source библиотека, которую я сделал 2 года назад, которая достаточно популярна тоже на GitHub, которая используется, например, для логирования. То есть этот аспект мы прикрепляем аннотацию, Java аннотацию к методу, потом добавляем самый аспект, находящийся где-то в стороне, который после компиляции врезается в наш код, и при каждом вызове этого метода он его, например, логирует. Весь его результат. У меня есть такая библиотека, которая достаточно популярна, и если вы наберете в Google Java Aspect, вы получите мою ссылку на первом месте. То есть я как бы за это. Отлично, тогда у меня вопрос. Да. Я так понял, я нашел, что у нас с тобой общего, мы не любим stateful. Да? Ты не любишь stateful объекты? Stateful нет, совсем не люблю. Я тоже не люблю. Представь себе, вот такая ситуация. У тебя есть какой-то аспект, который отлавливает определенные методы, которые, там, не знаю, возвращают какие-то данные. Он эти данные в себе должен накапливать, а в конце потом их записать куда-то на диск. То есть, если это делать по твоей архитектуре, так как было бы правильно с точки зрения immutability, то было бы правильно, если бы каждый раз, когда он включается, он данные сбрасывает на диск. Но там очень сильно страдает производительность. Он должен сделать один раз в самом конце. Кто-то должен сказать, типа, все, закончилось приложение, все, что тебе накопилось, запиши. Да, хороший вопрос. Не знаю, успеем ли, хватит ли времени, но ответ такой. Вот возьмите класс файл.
в Java. java.io.file. Это mutable или immutable класс? Java определяет его как immutable. И я с ними согласен. Но при этом мы же можем его удалить. Мы же можем его с ним что-то сделать. Мы же можем в него что-то записать. Он же меняет что-то в себе. Это же не такой класс, как наш range, который всегда один, который всегда одинаковый, который константный. А есть классы, которые не константные, но immutable. Вот я думаю, что есть серьезное различие между константами или константными объектами и immutable объектами. java.io.file это immutable объект, но это не константа. Мы его создали один раз, он указывает только на один файл на диске. Но мы можем сказать ему, а ну-ка удали этот файл, и он его удалит. А ну-ка запиши в него там пару слов, он в него эти пару слов запишет. А ну-ка прочитай на эти пару слов, он их прочитает. Они были такими же раньше? Нет. Они новые? Да. Он меняет этот контент этого файла? Да, он его меняет. Такая же он immutable. Он да, immutable. То же самое в этом случае. Java, к сожалению, делает различия между внешними ресурсами, такими как файлы, такие как memcache, база данных, что-то еще, и памятью. А этого различия не должно быть в ООП, на мой взгляд, как его нет, например, в C++. То есть в Java должна быть возможность в этом аспекте сказать, что я аспект, ко мне приходят эти вызовы, и я должен что-то накапливать. Я накапливаю не в файле, а я накапливаю в памяти. Память для меня это такая же mutable структура, такая же структура хранения чего-то, как и файл. Файл можно хранить, я в него записал, прочитал. И память это такой кусок, который я выделил его откуда-то, записал в него, прочитал. В Java этой возможности нет. В Java возможности манипулирования памяти отсутствует вообще. Мы не можем сделать там allocate мне кусок памяти. Как же это правильно решить? В Java это не решается. Ну как, это не решается красиво, но мы решаем это, я решаю в своих случаях как. Если нужен объект, который действительно, как ты говоришь, mutable внутри, то есть в него мы чего-то говорим, а он внутрь накапливает, а потом в какой-то момент сбрасывает, например, на диск. Хороший пример. В этом случае мы просто делаем структуру внутри этого класса, которая mutable сама по себе, например, ArrayList или что-нибудь, concurrent ArrayList какой-то, какая-то структура, да. И в нее складываем. Самое главное, чтобы снаружи наш класс выглядел как immutable. То есть, чтобы снаружи нельзя было сказать, а теперь-ка ты, пожалуйста, этот ArrayList, допустим, а теперь ты, например, поменяй этот ArrayList на что-то другое. То есть, чтобы нельзя было делать вот так. Чтобы нельзя было этому объекту говорить, а теперь измени ситуацию в себе внутри, измени то, на кого ты, измени те инкапсулированные сущности, с которыми ты работаешь. Но что внутри у объекта, какая там внутри mutability, это совершенно не важно для концепции, для идеи. То есть этот класс, например, range file, может внутри себя содержать мутируемые структуры, какие-то, from Java, ну что угодно, файлы, или память, куски, какие-то структуры. Это нормально. Главное, чтобы он снаружи выглядел как immutable, в том именно дизайне, который мы сказали, чтобы он отвечал на вопрос, кто я. И в этом случае кто я? Я аспект. Вы мне говорите что-то, я для вас говорю хорошо, я для вас это сделаю. Ну, в смысле, не я для вас это сделаю, а с аспектами немножко сложнее, нам нужно хорошо думать, как их назвать, потому что они по природе своей это процедуры. Аспекты это, в общем-то, процедуры, такие куски кодов, которые нас этот АОП выбрасывает, это аспект J, например, вбрасывает туда и говорит, делай там что-то. То есть они такие сильно процедурные по определению. Я поэтому очень удивился, когда ты сказал, что нормально относишься. Я к ним относился, ну, это как бы эволюционировало, да. Я 2 года назад просто увидел, что они очень нужны, они реально необходимы в таких некоторых моментах. Но сейчас я понимаю, что было бы лучше, если бы я те самые 2 года назад пошел в сторону такого чистого ООП и делал эти декораторы, чем... Потому что я сделал библиотеку, которая стала популярной, люди ее пользуются. И сейчас мне приходится немножко им вот писать статьи, типа, вот аннотация это плохо. И, конечно, люди спрашивают, а как же ты сделал библиотеку, она же работает, и она используется и в наших проектах. Возникает такая коллизия. Но я думаю, что стратегически аспекты, если бы они были встроены в Java, именно встроены, так, хорошо встроены, внутрь языка, это было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Сейчас они пока как сторонняя такая. Уже последний вопрос, мы заканчиваем. Да. Спасибо за доклад. Можно спросить, смотрите ли вы на какой-то другой язык, кроме Java, потому что Java идет не совсем туда, по вашему определению. И вы дальше не сможете писать на чистом ООП, вам придется использовать функциональное программирование внутри. Или вы просто вы свой код будете писать на чистом ООП, но используя и другие. Ну, я ничего не имею, я понял вопрос, да. Я не имею такого сильно большого ничего против Java. Мне Java нравится по главной причине, у нее огромная комьюнити, самая большая, я думаю, больше, чем у всех языков. И поэтому в ней много библиотек и много инструментов для поддержания разработки. Поэтому уходить из Java, я думаю, это не очень логично.
она сама по себе хороший язык. В ней много вещей, которые сделаны неправильно. Ну, так, вот, даже при дизайне языка, вот, например, статические методы. Я про это не упоминал сегодня, но статические методы — это вторая большущая проблема Java. Immutability — это первая, вторая — это статические методы, которых не должно быть в принципе в объектно-ориентированном программировании. В принципе, слово static там не должно присутствовать. Это какая-то ошибка, пришедшая чисто из языка C. Кто ее придумал, его надо вместе с тем, кто придумал null, его нужно как-то наказать. То есть и null — это ошибка, и статические методы — это ошибка, и immutability — это ошибка. Но их можно не использовать. Мы, например, в своих проектах статические методы не используем вообще. Мы запрещаем программистам в принципе делать статические методы. Есть исключения иногда, когда нужно там, high performance, когда нужно действительно статика где-то. Ну так, в таких случаях идем на какие-то компромиссы. То есть Java, она неплохая, я бы из нее не уходил. Просто нужно понять, что в ней плохо. Потому что просто поменять язык, не понимая, что было плохо в Java, ну не изменится понимание, не изменится менталитет. Мы все равно будем пытаться написать вот это. Мы все равно будем пытаться вот так писать. Вот они пошли, вверх, 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 добавили. Вот так мы будем писать. Даже если это будет не Java, даже если это будет, нас будет все равно так, мы будем все равно склоняться в эту сторону, в сторону процедурного мышления. Поэтому лучше использовать Java, прекрасный язык с огромным количеством инструментов, поменять свое мышление. И тогда вот я пишу на Java, мне все, мой код мне нравится. Мне нравится. Я его открыл, мне приятно. Когда я открываю чужой код, ну там какой-то язык, Apache, например, мне страшно становится, что как они пишут. Это один и тот же язык, просто разное мышление. Поэтому я за изменение мышления. У нас есть 2 секунды, я скажу, что книжка, все кончено. Да, я хотел сказать про книжку, ну ладно. Хотел сказать про книжку, что она продается на Амазоне, она стоит $40. Сегодня и в течение недели для всех участников конференции она стоит $20. Поэтому имейте это в виду, если вам будет интересно. Спасибо большое.